не знают, что с ними будет, они переживают. Но я-то знаю, что все будет хорошо. Не переживайте, малыши. Все будет нормально. Ты мои дети. Ты мой маленький. Все будет хорошо. Здрасте всем, меня зовут Олег Новиков, и сегодняшняя история про двух маленьких котят, которых зовут Марго и Ричи. Сразу хочу предупредить, что с малышами все хорошо, поэтому не переживайте. Началась эта история с того, что как-то раз на улице увидел двух маленьких котят. Бегут два маленьких котенка вдоль забора по направлению к мусорнику. Мусорный контейнер стоит как бы в нише. Котята забежали за него и спрятались в мусоре, который был за контейнером. Я остановил машину, вышел и подошел к мусорнику. Мусорный контейнер был не очень большой, но он был очень тяжелый. Мне нужно было вытащить его немного на себя, для того, чтобы добраться до котят. Котята сидели, утнувшись мордочками в угол, а попы были в мою сторону, ну типа спрятались. Ночью был дождь, весь мусор был мокрый. Я взял свою футболку из машины, я подумал, я накрою их футболкой вместе с мусором, принесу в машину, а там уже разберемся, что с ними делать. Мне нужно было сдвинуть контейнер еще немного в сторону, для того, чтобы я смог протиснуться. Котята не стали дожидаться, пока я к ним пролезу, они прошмыгнули мимо меня и побежали вдоль дороги к следующему дому. Бежали они очень резво. Я еще подумал, хорошо, что они не поломаны, хорошо, что с ними все нормально. Как только я это сказал, вдруг один ни с того ни с сего носом ударился об бордюр. Первый перелез, а второй уперся. Такое было впечатление, что он вообще ничего не видел. Ну или видел очень слабо. Они забрались на тротуар, пробежали до ближайшего дома и забрались к кому-то на участок. В этом доме был выключен свет. Хозяев дома не было. Я взял переноску и пошел искать котят. Я прошел примерно в то место, куда спрятались котята. Забор у дома небольшой. Вдоль забора растет колючий кустарник. Вот в одном из таких кустарников спрятались котята. Было очень темно. Чтобы вам было хоть что-то видно на видео, я увеличил яркость в несколько раз, но на самом деле было очень темно. Я увидел одного котенка прямо на заборе внутри кустарника. Просто через колючие кусты я бы всего поранил. Кустарник колючий. Я просунул руку через колючки и схватил котенка. У малыша были очень сильно закисшие глаза. Именно поэтому он бежал как будто слепой. Он просто ничего не видел от воспаления. Я вышел на более светлое место, немного очистил глаза и положил его в переноску. Когда я возвращался обратно, я увидел второго котенка. Такое ощущение, что когда я поймал первого котенка и нес его в переноску, второй вышел и пошел за нами. Но как только котенок увидел, что я возвращаюсь и иду в его сторону, он тут же залез обратно в кусты. Только не на забор, а ближе к земле. Я увидел, куда спрятался котенок. С одной стороны я закрыл вход своей футболкой, засунул руку и схватил. Схватил за то, что ближе попалось. Котенок стал шипеть и кусаться, но я не мог его отпустить. Я бы потом просто не нашел его в этой темноте. Я осторожно вытянул его из кустов, посветил и увидел, что держу его за задние лапки. Взял его поудобнее и положил в переноску. Все? Вот они, два чуда. Я не знаю, сколько времени они бегали по улице, я не знаю, как они оказались на дороге. Котята были мокрые и очень сильно перепуганы. Они сидели, распластавшись по коробке. Они боялись поднять глаза, им было очень страшно. Они были очень сильно перепуганы. Я вернулся на то место, где первый раз увидел котят. Я прошелся рядом с мусорником по дороге, но никого не нашел. Все было тихо. Теперь можно было возвращаться домой. Все, несу домой. Вот они, вдвоем. У одного
Котенка проблемы с глазами. С глазом одним сильно. Очень закисший. Второй вроде ничего. Дикий. Второй дикий кусался. Сейчас отмоем. Посмотрим, что с ними. Какой всегда страх первый день, это ужас в глазах у животного. Это кошмар. Не знают, что с ними будет, они переживают. Но я-то знаю, что все будет хорошо. Не переживайте, малыши. Все будет нормально. Ты мои дети. И мой маленький. Все будет хорошо. Сейчас покупаем, покормим, уложим спать, все будет нормально. Мы пробовали дать котятам немного еды, но они были не в том состоянии, чтобы кушать. Им нужно было успокоиться и привыкнуть к новым обстоятельствам. Не хотите кушать? Ну ладно, я заберу. Ну, не бойся. Не так страшно, как кажется. Пацан, девчонка, дай посмотреть, кто ты. Сиди спокойно, пока там. Пацан! Ты мальчик. Наконец-то. Будет пацан у меня. О. Это пацан. Вот он. Сиди, бычку. Так, давай его доставайте, посмотрим. Ну, я начинаю. Начинай. Дай глаза вытереть. Тихо, успокойся. Чего ты колышешься? Вот. Очень дикий кот, который меня кусал. Ты зачем меня кусал? Все будет хорошо. Ты такой худой. Ты такая несчастная. Ты сладкий, уже глазки чистые. Вот такой красавчик. Да. Ты красавчик. Это мальчик. Этот пацан. О, серьезный. Васька. Ну ладно, не Васька. Не Васька. Я знаю, кто он будет. Посмотри, какие у него уши. Ну, надо какое-то имя такое благородное. Благородная. Он же благородных кровей. Спа такое у нас, спа. Как меня Какое кусала, спа. какая была дикая. И посмотри, что сейчас. Какое спа у нас. Палец не прокусила. Сейчас смотри. Стой, выгибушка. Это девочка. Девочка. Я уже думал, два пацана. Девочка-припевочка. Которая кусалась. Сильно меня кусала.
Не может быть. Ты палец прокусила, говорю. Ты все наговариваешь. Она такая лапочка. Не может кусаться. Ну да, лапочка. Лапочка. Вот такие лапочки у нас. С Лапочки. перчаточками. Вот такие лапочки. Мы покупали малышей, очистили от всех паразитов, обработали глазки и намазали мазью. Приготовили клетку-больничку, поставили лоток и теплый домик-конвертик. Следующие несколько дней малыши будут жить отдельно. Нужно было убедиться, что с малышами все хорошо. Взяли глазки мазью и покупали. Что-то чудесное какое. Глазастики. Это мальчик, а это девочка. Примерно через час я дал малышам еще покушать. Малыши немного успокоились, накинулись и на еду слопали с огромным удовольствием. Я всегда развожу еду теплой водичкой и делаю такую жидкую кашицу. Малыши должны обязательно получать жидкость в еде. Так закончился первый день двух маленьких котят, братика и сестрички, которых мы назвали Ричи и Марго. Через несколько дней мы переместили малышей в манеж для котят. Нужно было продолжать лечить глазки у Ричи и приучать дикушку Маргошу к рукам. Целыми днями малыши бесились, кушали и спали. Причем спали где попало. Это называется «где устали, там упали». У котенка Ричи полностью прошло воспаление на глазах, а девочка Маргоша перестала ругаться, когда ее брали на руки. Прошел месяц с того момента, как мы забрали малышей с улицы. Котята были здоровенькие, и теперь можно было начинать искать им дом. Как обычно, мы сделали несколько хороших фото, составили объявление о пристройстве и опубликовали в интернете. Котята Ричи и Маргоша нашли свой любящий дом и своего человека. Ничего, вот она. Это Маргоша. Красавица. Значит так, по традиции, не только, подожди секунду, без напутствия нельзя, Маргоша, не получится без напутствия, стой. Значит так, слушай меня внимательно, непослушная, значит слушай меня внимательно. Так, Маргоша, так, диваны не рвать, писи только в коробочку, слушать маму и папу, ты поняла? Не поняла. Я думаю, что не поняла, ну ты и поймешь, все. Ну чего ты? Все. Столько всего интересного. Что в машине? Все, поехали. Сегодня мы везем Ричика в новый дом. Вот он, сейчас, по традиции, как обычно. О, иди сюда. Иди ко мне, мой король Ричард. Все терпи. Вот он. Вот он, красавец. Не бойся. Это Ричик. Значит так, по традиции. Слушай меня внимательно. Диваны не рвать. Писать только в коробочку. Что такое? Что такое? Все. Стой. Такой испугался. По традиции. Диваны не рвать. Писать только в коробочку. Слушаться маму и папу. Ты понял? Все понял? Все. Ну-ка, красавчик. Ну, красавчик. Я все время вспоминаю первый день, когда они мокрые бежали вдоль дороги и прятались в мусоре. Вспоминаю, когда они сидели в коробке, мокрые и испуганные. Я видел такое состояние много раз, и всегда первый день одно и то же. Малыши понимают, что произошло что-то очень плохое, ведь они смотрели на маму и учились остерегаться таких, как я. И вот они в закрытой коробке, сейчас они понимают, что случилось самое страшное в их жизни. Их поймали. Но я-то знаю, что все будет хорошо. Все обязательно будет хорошо. Малыши Ричи и Маргоша живут в замечательных семьях. У каждого есть свой теплый дом и любящий человек. Что еще нужно для бездомного котенка? Помогайте по возможности бездомным животным. Будьте хорошими людьми настолько, насколько это возможно. Вот так закончилась история двух веселых малышей Ричи и Маргоши. Теперь с ними все будет хорошо. А на сегодня все. Удачи всем. Берегите себя. Всем пока.
Thank